Всем привет! Сегодня вы на стриме компании Рефти, Алексей. И сегодня мы будем разбирать, как пользоваться нашим инструментом Рефти мониторингом, который обеспечит вам тотальную слежку за всеми реальными объектами. И я расскажу сегодня, какие виды стратегий существуют для инвесторов, для того, чтобы вы могли самостоятельно выбирать те объекты, которые нужны именно вам. И вы можете это делать без участия брокера. А только тогда, когда вам необходимо именно найти себе объект недвижимости и вас интересует показ объекта, вы нажимаете кнопочку Request Tour, поэтому сегодня я расскажу от и до, как это искать. Итак, поехали. Для начала я бы включил бы, наверное, небольшие музычки в Vibe, для того, чтобы приятнее меня слушать. Вот, и супер, да, надеюсь, музычку слышно, да? Сейчас проверим, секунду. Техническая заминочка небольшая. Посмотрим. Минуточку. Мгм. Окей. Так, так. Супер. Раз, раз, раз. Надеюсь, вайбовая музычка слышно. Итак, поехали. Так, какие у нас стратегии? Какие у нас стратегии существуют? Давайте разберем. Супер. Так, окей. Или давайте вот так вот немножко сделаю, наверное. Подключусь и вот так вот. Супер. Отлично. Так, какие у нас стратегии существуют? Ну, на рынке Дубая 1,2 миллиона юнитов всего. Объектов сейчас находится в экспозиции 227 тысяч, но 81 тысяча всего уникальных квартир. 5,5% роя, если вы покупаете в аренду, грязными и чистыми будет 4,5%. Средний чек 1,9 миллионов дирхам. Здесь на мониторинге видно, мы, соответственно, для поиска объектов, мы перед поиском объекта сначала сегментируем объекты. Например, здание по этажности. От 15 до 20 этажей в Дубае находится 5% объектов. От 5 до 15 этажей 16%. Тем самым мы понимаем, что мы можем искать по этажности само здание, можем так искать по хендоверу, хендовер сегмент, то есть если вас интересуют только свежие объекты, от 1 до 3 лет, от 3 до 6, мы видим здесь, да, от 9 лет. То есть таким образом вы можете смотреть себе, выбирать объекты свежие. И класс, так называемый класс по стоимости за квадратный фут. То есть low-cost сегмент, эконом-сегмент, бизнес-сегмент, премиум. Как это варьируется? Ну, мы решили распределить. Если вы посмотрите low-cost, это все, что ниже там 1000 дирхам за фут. Ну, в долларах это примерно 2900 долларов, 2700, 2800. Эконом это 1500 дирхам, там в диапазоне. Бизнес-класс, бизнес-жилье это 2000 дирхам. Премиум начинается 3500, ну и люкс начинается там 6000 дирхам за фут. Вот, а также на экране отчетности в R&D дашборде видно, как растет Дубай за последние 5 лет за цену за квадратный фут. Видно, что он вырос на 83%. Для тех, кто не видно, вот можем показать здесь, чтобы более приближенно было видно. И за последние 3 года он вырос на 30% за цену за фут. Конечно, у нас есть данные вплоть до, начиная с 1966 года, то есть если вы хотите посмотреть за срок больше, чем за там 3-5 лет,
то, конечно, у нас эти данные все присутствуют. Сейчас я вам покажу. Дальше идем. Size-сегмент. Что такое size? Мы каждый объект недвижимости делим на сегмент. Например, до 30 квадратов, от 30 до 40, от 40 до 50, 50 до 60. Почему именно такая градация? Только начиная уже от 120-130 метров, шаг идет выше 130, 150, 150, 200. Ну и, конечно же, если это вилла, там шаг больше, там порядка по 100 квадратных метров в виллах и более. Мы так сегментируем. Представьте себе, вы хотите найти объект, который потенциально мог бы только интересен быть. Например, самая лучшая квартира на высоком этаже от срок сдачи не больше 6 лет. Было бы классно такой найти объект, причем неважно в каком сегменте, low-cost или не low-cost. И net ROI – это чистая доходность, которую мы видим. То есть мы видим, что большинство объектов, 22%, мы не знаем, какой у них ROI, то есть мы не успели рассчитать его. Возможно, это вилла либо таунхаус. Меньше 6% находится 38% объектов, то есть неинтересно вообще. Да? От 6 до 8 – 24%. И вот самое интересное, да, то есть 4% объектов находится от 10 до 15, и 9% находится от 8 до 10, и вот еще небольшая когорта 15-20, но, скорее всего, это либо фейк, либо как-то неправильно наша система рассчитала. То есть получается 0,5%, 5,5, 9,5, 10 получается. Ну, в общем, 15%. Вот, скорее всего, большинство инвесторов охотятся именно за вот этой когортой доходности, если мы говорим про аренду. Теперь про экран отчетности. Смотрите, мы исследуем, я называл это R&D дэшборд. Перед тем, как начать уже переходить к нашему мониторингу и рассказывать, как с этим работать, я бы хотел рассказать вот эту техническую часть, которая очень важна в понимании, что мы эксперты, да, мы должны это показывать. И вот, Net ROI относительно прайс-сегмента. Что мы здесь видим? По оси X у нас сегменты, то есть до 500 тысяч дирхам. От 500 тысяч дирхам и 1,5 миллиона мы видим, что бюджет по ось X у нас растет. Цена, да, средняя цена, соответственно, средняя цена попадает в определенный сегмент бюджета, и мы видим, чем выше стоимость за объект, тем ниже доходность по ROI, видно, да? То есть, получается, вся нормальная доходность находится в когорте по, примерно 1,5 миллиона дирхам, 1,5-2 миллиона дирхам. Я предполагаю, что доходность по аренде у них аренду меньше, да, они больше покупают, хотя имеет смысл на самом деле арендовать. И мы видим, что большая часть контрактов, которые дают высокую доходность, находится в цене эконом-класса, потому что в основном кто переплачивает? Людей, кто не могут купить себе объект недвижимости. И вот. Если мы даже выставим, сейчас просто даже интересно, до 2 миллионов дирхам объект, да, сейчас извиняюсь, до 2 миллионов дирхам, мы увидим, что в этом диапазоне находится, да, я вам сейчас показал, было 121 тысяч объектов, сейчас я уберу, половина получается, да, 50% всех сделок в Дубае и листингов находится в этом ценовом диапазоне. У нас специальный гость. Саш, привет. Привет. Всем Меня слышно, привет. Да, слышно. Супер. Вот я рассказываю тебе техническую часть. Очень часто мы с клиентами обсуждаем и с инвесторами обсуждаем, как им заходить в рынок, но перед тем, как начать им настраивать персонализированный дэшборд, мы должны сначала объяснить техническую часть, как мы работаем с данными, чтобы эта картина совпала с их. Если у них этой картинки нету, то мы эту картину у них что делаем? Дополняем. Переделывать их картину мы не хотим. Мы говорим, что переделать вашу картину невозможно. Возможно, у вас есть другой путь работать с рынком, вы работаете с брокерами, продолжайте это делать. Наш инструмент можете использовать как вспомогательным инструментом, при котором вы можете анализировать сделки на уровне более профессиональном, чем даже это самый лучший брокер в Дубае не знает все 6 тысяч объектов. Не знает. Те районы он тоже знать не может. Физически просто невозможно. И поэтому вот мы проводим эти живые вебинары, на которых, кстати, можно задавать вопросы, если вы на них будете присутствовать, да. И также есть QR-код, доступ к которому вы можете получить и начать пользоваться уже продуктом. Там вводите все правильные параметры, потом с вами менеджер связывается. Для чего? Для того, чтобы правильно сделать, чтобы предложить вам платную подписку. Потому что мы свой софт монетизируем только за счет поддержки нашего проекта. Но
перед тем, как взять с вас деньги, мы проводим полезные вебинары, вот такие, как этот формат, и хотим, чтобы вы на них задавали активные вопросы, чтобы мы могли обучаться вместе с рынком, потому что мы считаем, что брокеры в Дубае – это важный элемент, важный, это брокер – это маркетмейкер. Он помогает рынку формироваться, он помогает рынку расти теми темпами, которые сейчас есть в Дубае, а это темп примерно 20-30% по количеству сделок от года в год, и где-то 10-15% в год по стоимости за квадратный метр или за квадратный фут. Теперь возвращаемся здесь. Предлагаю, сегодня Саша будет выступать в виде инвестора, а я в виде брокера, который владеет инструментом, и я с Сашей рассказываю, почему стоит именно начать работать с инструментом Рефти, потому что первый инструмент, сначала в рынок будет заходить, и необходимо немножко изучить математическую часть, из чего все состоит. И я буду рассказывать. У Саши есть бюджет. Вот. И предположим, твой бюджет какой? 10 миллионов. 10 миллионов чего? Дирхам. 10 миллионов дирхам. Ну, это вот такие бюджеты, на самом деле, да, вот давайте больше либо равно 10 миллионов дирхам. Раз, два, три, раз, два, три. Окей. Соответственно, при таком бюджете у Саши стратегия, надеюсь, какая? Какая у тебя стратегия? Цель какая у тебя инвестирования? Да, какая-нибудь там аренда просто, и все. То есть Саша просто хочет либо самостоятельно жить, либо просто по минимальной сдать в аренду. Возможно, это будет даже вилла. Тебе вилла подходит? Да, подходит. Супер. Ну, давай попробуем, смотри, что сделаем. Я тебе просто рассказываю, что в 10 миллионов дирхам находится чуть меньше 10% сделок. Было там 225 тысяч, условно, 6 тысяч. И мы тебе будем подбирать конкретно только виллу, либо, пентхаус нет, наверное, виллу отдельно стоящую тебе подберем, либо таунхаус. Пентхаус, я думаю, мы не потянем за такой бюджет. Не, ну почему можем? Просто, скорее всего, здание будет старенькое. Да. Да, в этом плане. Что мы здесь видим? Мы видим, что меньше 3 этажей находится 88% всех сделок. Да, это что означает? Это означает, что у Саши это, значит, вилла, да, до 3 этажей. Срок сдачи здания от 1 до 3 лет, от 3 до 6. Соответственно, Саше не подходит либо неизвестный, либо не подходит больше 9 лет. Да, то есть ей подходит, скорее всего, что-то свеженькое. Но пока мы этот пункт не берем. Плюс мы видим сегмент люкс, премиум, либо вот столько бизнес. Можем посмотреть даже на карте, где эти объекты детально могут потенциально находиться. Да, то есть фактически весь Дубай, Palm Jumeirah, ничего себе, прям классно. И вот здесь мы видим, что Роя, кстати, вот здесь интересный момент. Почему-то мы Роя не рассчитываем здесь тебе по виллам, по таунхаусам, потому что есть определенные особенности. Для того, чтобы рассчитать правильный Роя по аренде, по вилле, по таунхаусам, да, давайте посмотрим, например, попробуем на мониторинг сейчас поставить самые крутые объекты, которые можно в целом найти по рынку Дубая. Мы вбиваем здесь от бюджет до 10 миллионов. Да. 10 миллионов дирхам. Ставим здесь бюджет 8 миллионов дирхам. Ну, в таком, давайте даже, может, 7 миллионов дирхам, да? 7 миллионов дирхам. Соответственно, выбираем здесь мы готовую недвижимость. Выбираем категорию здесь вилла, либо это таунхаус. Ты сверху допустил. Таунхаус, да. Угу. Вот. И начинаем смотреть, какие у нас фильтры доступны. Потому что эти фильтры доступны на локальных порталах. Что мы здесь видим? Интересно, мы видим 1719 объектов, но нам есть инструмент прикольный, это называется дедубликация, это удаление дубликатов. Этот инструмент экономит вам половину времени, потому что есть дубликаты на локальных порталах, есть агентства, которые рекламируют сразу на 2 площадках, и тем самым экономит вам время. Предположим, есть определенная локация, которую инвестор Саша может выбрать себе в качестве приоритетного. Сейчас я покажу ей карту, она скажет, какие локации могут не подходить, например, визуально. Возможно, те какие локации наиболее приятные. Соответственно, 10 миллионов дирхам, да, от 7 до 10. Есть объекты на Пальме, есть объекты, которые находятся в районе Спрингс, есть районы в Медоуз, есть Аль-Фуржан, прекрасный, да, развивающийся район. Вот. Есть район
в DVC районе, есть Аджан есть, и есть прекрасный наш Dubai Hills. Вот, так называемый Maple, да, Maple и Sidra. Хороший классный бюджет, который позволяет выбрать хороший объект недвижимости для себя, для проживания. Высокой аренды там не будет, порядка 4%. Есть еще также район Надо Arabian Ranches, который очень топовый на самом деле. Поэтому в целом давай на самом деле вот что оставим. Оставим, соответственно, Альфа-Джанчик. Альфа-Джан. Оставим Ламер. Ну, если есть Ламер, да. Ламер. Сейчас как выбираешь? Просто сам, да, зная рынок, или ты же понимаешь? Ну, в целом, мы видим по карте наиболее количество релевантных объектов, которые там находятся, да. И вот, ну, ты же должна понимать, условно, инвестор обычно выбирает всегда объект, который преимущественно ему Ну, нравится. уже понятен, да. Вот, он уже ездил, катался, и не так много, на самом деле, в таком бюджете, потому что это бюджет, если честно скажу, это, ну, не то, что эконом, но такой средний сегмент по виллам, по таунхаусам, вот так скажу, средний сегмент. Мгм. Вот, Arabian Ranches, соответственно, Альфорджан, соответственно, выбираем, соответственно, Springs, Meadows, можно даже Jumeirah Park выбрать себе. Jumeirah Park, можно выбрать себе Lakes, если тебе нравится Lakes. Ну, конечно, мы можем выбрать здесь и Jumeirah Islands, но бюджет не позволяет, да, Jumeirah Islands зайти. Давай просто посмотрим. Jumeirah Islands. Jumeirah Islands. Классные стратегии, которые выбрала Саша, соответственно, это одна из 4 базовых стратегий. Это персональное использование для собственного проживания. И чтобы в случае чего можно будет дать в аренду, получать свои там 4% чистыми вот, за сдачу в аренду. И вот, мы что здесь получили сейчас? Посмотрим. Что получили мы здесь? Отлично, сейчас можем поставить, посмотреть количество листингов. Я сказал, ну и, соответственно, я Dubai Hills не взял, да, Dubai Hills, прекрасно. Dubai Hills. Что любит инвестор? Инвестор очень не любит, когда ему впаривают объекты. Инвестор любит, чтобы смотреть весь рынок. Вот если ты выбираешь себе машину, ты на агрегаторе будешь смотреть все предложения, которые есть в ценовом диапазоне, которые тебе нравятся, будешь просматривать все объявления, правильно? Конечно. Именно поэтому мы настраиваем дашборд персонализированный для инвестора, чтобы он видел весь рынок и мог Вот отсортировать в сам автоматическом режиме. сам отсортировать, поместить себе в корзину и дальше уже выбирать, смотреть. Да, 100%. Альфа-Джан, Arabian Ranches, Springs, Meadows, Jumeirah Islands, Jumeirah Lakes, Jumeirah Islands, Dubai Hills. Альфа-Джан, Springs, Meadows, Dubai Hills. Ну, давай District One, там, правда, бюджет, конечно, нужен будет достаточно чуть больше, конечно. Ну, просто как пример. И Palm Jumeirah, давай просто посмотрим на Palm Jumeirah. Вдруг мало ли Там что. было парочку, да? Да. Palm Jumeirah. Просто здесь можно смотреть количество, да, таблички. 410 и плюс еще District One. Мохаммед Бен Рашид. Можно Dubai Island тоже бить, можно Dubai Islands. Ой, Dubai Land, извиняюсь. Dubai Land. 430, окей. Что мы здесь должны анализировать и смотреть по этим объектам, если в этом запросе? Во-первых, есть объявление. Во-первых, для начала давайте сохраним данный поиск, чтобы каждый раз не бивать. Мы назовем это Best Villa сегмент. От 7 до 10 миллионов дирхам. Personal use. Top location. Да, правильно. То есть best location, personal use и стратегии можно даже назвать вот так вот. Лучшие виллы, короче, персонального использования. Да, супер. Классно. Все, собираем, сейв делаем, получаем ошибку, потому что у нас есть ограничение в 15 мониторингов, и заходим в мониторинг, удаляем какой-нибудь неинтересный сегмент, можно даже парочку удалить. Интересно, возвращаемся в наш инструмент поиска и проводим тоже действие по сохранению этих фильтров.
Соответственно, инвестору, что важно, получить вот этот мониторинг. Вот видите, да? И тут автоматически система вам будет присылать и в Telegram будет присылать уведомления, и обновлять каждый раз. Что такое new? Новое объявление – это объявление до 14 дней. Соответственно, зелененькими вы визуально будете видеть от 3 до 4 дней вот таких вот. Чтобы их просмотреть, вам нужно либо зайти в само объявление, либо вот вы визуально оценили, что все вот эти объекты, они такие, знаете, не сильно интересны. Все, вы их посмотрели, визуально поняли, что они неинтересны, нажали вот сюда. Вы можете перейти в табличный список и выделить их всех как неинтересно. Action Mark S. И у вас фактически в Viewit все перенесется. Видите, сюда. Вам не нужно на них больше тратить время. Но цель, соответственно, да, вам нужно выбрать лучшую локацию по более низкой цене. Дело в том, что вы не можете, как брокер или как инвестор, анализировать каждую локацию, знаете, по какой стоимости. Поэтому, что наша система делает? Можно воспользоваться таким прекрасным фильтром, как Price VC Market. И сейчас покажу, как это работает. То есть он берет цену объекта и анализирует нам по объектам, какие объекты, ну вот в Viewit сейчас мы сделаем, да, это вот Volt можно сделать в поиске. Да, он пишет Distress 48%. Что такое Distress? Понятно, что Distress, скорее всего, нет, он говорит, что на 48% он дешевле, чем другие объекты. Может быть фейк? Может быть, конечно. Поэтому здесь созданы такие галочки, как Favorites и InWork. А если быть еще более точным, у нас прям для инвесторов есть вообще отдельный инструмент, который позволяет еще более точно отслеживать статус его запроса. То есть он может взять и написать нам, что меня интересует, например, там 15. Сейчас давайте вобью здесь, например. Те же запросы, да, что и те же запросы. Сейчас, секундочку, на поиск. Так, здесь нет. Все, извиняюсь, сейчас я выйду и зайду через систему авторизации. Саш, что часто у тебя клиенты спрашивают перед тем, как найти какой-то объект? Что является главным критерием вообще при поиске объекта для инвестора? На что бы ты фокусировался? Перспективы роста, да, значит, локация и насколько здание, если мы говорим про апартаменты, насколько здание новое, да, соответственно, структура, то есть какие-то вот эти параметры. Ну, окей, да. То есть для конечного покупателя нужно найти лучше за свои деньги в виллах. Мы видим, да, то, что здесь, например, есть статусы New, есть статус Viewit, Old, Favorites, Request a Tour. Что это такое? У инвестора есть инструмент, позволяющий нажать на Request a Tour, и фактически его заявка дальше отправляется по воронке. Вот если я сейчас зайду в View, да, и переведу какой-то из листингов в состояние Request a Tour, вот здесь Request a Tour появился статус. И мы эти лиды перехватываем и передаем, не мы обрабатываем, а мы передаем нашему B2B клиенту, который является клиентом нашей компании. И мы помогаем ему вернуть деньги за подписку и заработать дополнительные деньги. Фактически он получает золотой билет в развитии своей компании и может зарабатывать вместе с нами. При этом у нас каждый инвестор, который смотрит данное видео, является платящим. Этот клиент квалифицирует себя, что он является целевым, ему потенциально интересно купить хороший объект в рамках 3 месяцев. Мы поэтому даем ему подписку. Конечно, мы понимаем, что, возможно, в рамках 3 месяцев он по какой-то причине может не купить, мы ему там обязательно продлим ее на льготных условиях, но мы считаем, что в рамках 2 месяцев мы более чем сможем закрыть его задачу. По факту поиск объектов недвижимости в Дубае занимает порядка 2-3 месяцев. Мы этот срок можем сократить до 2 недель. Если вдруг эти объекты ему не подходят по какой-то причине, не потому что у нас этих объектов нет, потому что у нас есть весь Дубай. И мы эти объекты можем предложить ему на показ и на просмотр этих объектов. То есть мы не имеем своих объектов, у нас нет конфликта интересов. У нас не бывает такое, что у нас будет свой объект.
Если вдруг клиент покупает объект недвижимости через нашу систему, он становится не нашим клиентом, он становится клиентом той компании, куда мы этого клиента привели. И получается, что он всегда закреплен ни за кем. Он закреплен фактически, если он хочет нашим сервисом пользоваться, да, он пользуется нашим сервисом, потому что он получает лучший обзор рынка, он получает лучшую аналитику, он получает возможность увидеть, что это фейк, не фейк, он может видеть реальный срок экспозиции, видите, в объявлениях указано 39 дней он находится в размещении, а по факту объект рекламируется 322 дня. Как мы это видим и почему эта информация важная? И я считаю, что для того, чтобы настроить персонализированный поиск, мы видим, да, дистресс 47%, как наша система считает и высчитывает. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в Дубае нет системы, которая более точно может определять номер юнита. Видите, написано, да, вот спутник, сейчас мы смотрим, да, он здесь указывает, ну, в данном случае я что-то не вижу, что он указывал на виллу, именно вот это, именно в этом объекте, да, потому что Gemelli Islands у нас, да, вот эти таунхаусы, ну, значит, правильно, да, плюс-минус в этой локации находится. Угу. Да. То есть он правильно указал здесь, но вот эта разметка, она не отсюда, то есть мы ее, скорее всего, не разметили. Investment Details. Сейчас покажу, что наша система видит и распознает. Экран же видно, да? А может наши эти кругляшки перенести куда-нибудь? Давай. Сейчас посмотрю даже. Может быть, вот так лучше будет намного, чтобы было видно, да? Да? Супер. Отлично. Ну, во-первых, что мы здесь видим? Мы сравниваем с аналогичными объявлениями. То есть цена 2100, 2000, ну, мы видим 3600 буа. Можем, кстати, даже проверить, буа ли это или нет. Ну, building area. Вот. Ну, то есть можем перейти по оригинальному объявлению, посмотреть на самом деле. Буа, не буа. Да, все правильно. 3630, все правильно. Значит, мы правильно разметили. Дело в том, что часто брокер указывает неправильную, ну, они указывают размер плота, а не буа. Наша задача все эти размеры переразметить. Investment Details. Что мы здесь видим? Мы видим аналогичное объявление, 4 bedrooms. Видим, да, 4 bedroom таунхаусы. Вот они, все объекты, кто рекламируется. И сравнивается аналогичные объекты в этой локации. Это раз. Второе. Берутся все листинги именно конкретно с этого объекта, да, и мы видим, что есть реклама 7,7 миллионов. Один объект выставлен 39 дней, другой 41 дней. Ну, мы также видим, что еще есть архивы, и поэтому объект фактически продается больше 232 дней. Скорее всего, вероятно всего, это фейк. Вероятно всего, это фейк. Да. Фейковое объявление. Поэтому, когда у инвестора появляется 332 объекта, он нажал дедубликацию, personal use, да, стратегию. Его задача, соответственно, взять те объекты, которые ему визуально приятно понравились, и отобрать те объекты, которые он потенциально хочет посмотреть. Я предлагаю здесь сейчас нам для экономии времени выбрать Price VC Market, который не сильно там низко к рынку и не сильно высоко, плюс там 10%. Вот так. All Time Range он продается не выше, там, скажем, там, не знаю, 150 дней. Это 2. For sale, Villa Townhouse, без тенанта, чтобы не было тенанта. Вот. И выбрать, чтобы собственник был мотивирован. То есть мы видим, что собственник имеет 2 контракта с брокерами и хочет реально продать свой объект, а не просто потратить чье-то время. И вы, конечно, можете взять, что сделать? Вот вы получаете 70 целевых реальных объектов, которые потенциально могут быть вам интересны. Согласитесь, из 400 с чем-то объектов мы сократили их до 70. И у вас всегда получается более мотивированно. Видите, написано Meadows. И плюс вы по Meadows, например, можете видеть точную GPS-координату, можете видеть конкретный, какой у него вид. Да, как мы здесь видим. Он указывает на конкретную виллу. Это очень экономит время. Вам не нужно думать, реально она, нереально. Видим количество контрактов 2. Investment Details здесь он указывает
Да, сравнение с другими объявлениями мы видим, да, то есть он сравнивает здесь. Price VC Market, да, 2185. Ну, вот это, конечно, скорее всего, не совсем корректно, скорее всего, здесь указан именно размер плота, да, 603, можем даже перейти посмотреть. Угу. Medals 4, 9.1452. 9.1452, да. Видим также срок контракта с собственником и понимаем, что эта информация может вам также помогать понимать, есть ли корреляция с фейком или нету ее. И листинги, все листинги по этому объекту. Причем ценник может быть совершенно разный. Видите, здесь написано где-то за 8 миллионов 750 и за 12 миллионов, но мы же видим реальную стоимость собственника. И вот это агентство, Томас Роберт, использует данный пирамид как фейковый пирамид, потому что он рекламирует два разных объекта, да, два разных объекта мы видим, совершенно разной и квадратурой. Квадратура здесь одинаковая. Он 3 bedrooms и 5 bedrooms рекламирует. Видно, да, вот здесь вот оно. С разным ценником, но объекты рекламируют для фейков. Да, хорошо было бы их пометить, конечно, да. Потому что в данном случае здесь у него в одном цена 200, в другом 2900, но потому что размеры разные, price square foots. Нет, размер одинаковый. Размер одинаковый. Ну, вот на самом деле вот здесь мы, если мы зайдем в само объявление, да, вот здесь вот зайдем в само объявление, мы увидим другой размер, потому что мы его переразметили. Видите, 3445 была. Ну, здесь вы не видите, да, вот она. Размер здесь. Угу. По-хорошему было пометить такого объявления. И All Villas мы смотрим. Вау, ну это очень хорошо. Посмотри, Саш, это мы недавно добавили. Что он здесь делает? Он взял все Medals 19, видишь, Medals 9 он взял. Да. Видишь, все трешки и четверушки. В данном случае почему? Потому что это что у нас трешка? Трешка, да. Он взял трешки, четверушки и пятерушки он взял. Именно вот этой квадратуры, похоже. Представляешь, Buildings Unix он взял. То есть он взял виллы в этой локации Medals 9. В этой локации. Вот в этой 9 Похоже для сравнения, похоже виллы, да. Да, но это построенные, понимаешь, это не продающиеся сейчас здесь. Вот она. То есть мы начали добавлять эту информацию. Чтобы у тебя было понимание уникальности. Видишь, здесь мы даже еще сегменты присваиваем. Видишь, area сегмент, вот здесь вот минус 300 квадратов, ну, то есть меньше 300 квадратов. Это от 300 до 500, это от 300 до 500, это от 300 до 500. То есть он попадает в этот сегмент. В общем, аналитика даже для вилл становится более продвинутая, да, то, что никто не делает на рынке. Да, чего нет в Property Monitor, очень часто нас спрашивают, чем мы отличаемся от Property Monitor. В Property Monitor есть данные, с которыми вы ни хера ничего дальше не сделаете. Ничего, вы получите информацию, и дальше что? А объекты как вы искать будете? Смотреть по фоткам? Опять же, вручную нужно будет. Ну да, смотреть по фоткам. У нас совместимость функционала Property Monitor вот, с функционалом реальных листингов, чтобы можно было сравнить, сопоставлять реальные сделки, которые проходят у нас. То есть вот конкретно на этом брокеры может сэкономить свое время. И при этом не платить дополнительно за подписку на Property Monitor, потому что у нас получается комбинация всего и больше. Ну, Саш, ты знаешь, насколько только 10% брокеров это осознают и понимают. Большинство, он говорит, мне только номер юнита нужен, мне только номер юнита. Ну, иди съезди в локацию, физически, посмотри номер юнита, вернись в офисе и звони. Вот. Ну, вот поэтому их обучаю и показываю, как можно работать. Да. Как можно работать и не думать ни о чем, да. Потому что если вы не хотите работать головой, будете работать ногами, руками, условно. И поэтому мы, конечно, приветствуем любой подход, да, который не нарушает этику работы с брокерами. При этом понимаем, что у нас достаточно большое количество данных есть, которые позволят вам быстро ориентироваться и выбирать те объекты, которые вам нужны. По поводу системы мониторинга, удобная система, которая позволяет создавать 15 различных поисков
Плюс к этому возможность есть, можно выгружать все это в виде Excel файла, удобная выгрузка. Плюс дополнительная разметка точечная, которой нет в объявлениях. Corner Unit, Double Row. Если мы зайдем в оригинальное объявление, увидим, этой разметки нету. Это наша личная персональная разметка, которую мы делаем разово. Вот, если мы зайдем, то заголовок обычно что? Single Row, Corner, Big Plot. А мы так не считаем. Почему? Потому что, видим, да, Single Row, Corner, Big Plot. Мы так не считаем, потому что он находится возле чего? Ну, кого ты пытаешься обмануть? Это разве не Double Row? Это не Double Row, это Double Row. Посмотрите, вот она. Double Row. Одна дорога, вторая дорога. Это же шум. А сфига ли он мне сказки рассказывает про Single Row? Это же неправда? Так, Алексей, у нас тут очень интересный вопрос. Может ли Ревти помочь с коммерческими помещениями? Магазины, салоны, то есть туда же, я думаю, офисы, да, входят, офис-спейсы, то есть коммерческие помещения. Давай ответим на этот вопрос. Да. Ну, если речь про поиск, то в поиске у нас есть объекты, да. Сейчас я покажу, даже новый поиск сделаю. Сделай, например, ну давай предложим, ты салон красоты, тебе необходимо найти что? Помещение хорошее. Да. Ну давай. Ритейл это для магазинчиков, шоп тоже. Factory, farm, hold. Это если что, показываешь сайт. Да. Понял. Warehouse. Showroom. Давай showroom посмотрим, да? Чисто под ноготочки условно, да? Showroom. Угу. Классно. Ну, посмотрим, да, кстати, интересно, да. Что? Сейчас фильтры, извиняюсь, apologize. Надо фильтры скинуть все. Выбрать категорию. Я в виды, извиняюсь, не туда воткнулся. Категория шоурум. Шоурумов нет. Это не у нас нет, это просто нет на порталах, да? Предположим, коммерческую недвижимость. Давайте выберем. Офисы, шопы. Warehouse, офис спейс будем смотреть. Ритейл посмотрим тоже, да. Factory смотреть не будем. Commercial plots тоже не будем смотреть. Whole building тоже не будем смотреть. Ну, в общем, все, выбрал достаточно. Да, классно, спасибо за вопрос. 5134. Включаем дедубликацию, экономим себе половину времени. То есть удаление дубликата как внутри порталов, так и на двух порталах. 2700 получаем. Татыньк. Да, и получаем здесь список из объектов, которые можно выгружать, смотреть. И если вас интересует реальный не фейк, вам нужно выбирать тех объектов, у которых есть 2 и более собственников, ну, подписаны, в смысле, контракты с разными агентствами, которые в экспозиции находятся не так давно, суммарно, да, то есть хотя бы, не знаю, пусть будет 150 дней, да. Вот, это раз, два. С конверсией, конечно, посложнее для сравнения, потому что каждое коммерческое помещение, даже если оно находится на нижнем высоком этаже, могут иметь разный ремонт. И коммерческие помещения обычно делают ремонт под конкретного клиента. Поэтому для оценки, конечно, для сбора данных или поиска система очень сильно подходит и выбирает. То есть можно просто здесь сделать сейф. Ну и бюджет, наверное, все-таки, да, давайте все-таки понимать, пусть будет, не знаю, там до 6 миллионов дирхам. Выбираем, получаем commercials. Коммерческие помещения под решением. Да, все, сейв делаем, соответственно, commercials. Ну, давай выберем, наверное, 2 района любимых под коммерцию. Это GLT, это Business Bay, это, соответственно, Greens, это Production City, Internet City. Дубай Silicon Oasis можно, кстати, DCO, да. Дубай Silicon Oasis. Но это уже, конечно, другой уже, давай не будем его брать, потому что там в основном виртуальные офисы находятся. Greens, Production, Business Bay, ну давай можем Downtown выбрать, как вариант.
Ну и, кстати, можно Barsham Heights выбрать тоже. Да, Barsham Heights. Тиком так называемый. Ну, 256 есть, да. Overvalued. Смотри, даже оценка есть. Смотри, overvalued. Даже gross есть, и оценка аренды. Давай даже посмотрим. Сейчас я сейв сделаю. Просто офис. Офис below 6 million ID. Соответственно, топ location. Сейв. Сохранил? Все, сохранил. Классно. Пойдем посмотрим, как система оценивает объект. Так, супер. Ну, спутник, соответственно, показывает. Объект построен в 2011 году, количество контрактов 2. Investment details оцениваем относительно. На основании объявления он показывает 2100. И вот этот объект overvalued переоценен на 7% относительно рынка. Рекламируется он 22 часа. Аренда у него... Обалдеть, он даже аренду рассчитал. Смотри, 33 тысячи в среднем, 330 тысяч, да, но он рассчитал аренду 381 тысячу. Как рассчитывается? Берется транзакция в этом здании. Видно, да? Берутся, ну, здесь написано студия, но по факту это неправильная маркировка наша, это офис, фактически офис. Берется 2445, то есть здесь маркировка правильная, кстати, указана, здесь нет, неправильно. Там разработчикам пришлю. Скриншот скриню. Вот. Так, 2445 и смотрится именно аналогичной площадью здесь, в этом же здании. То есть вот он, да, и смотрится цена за фут. То есть цена за фут здесь 156 gross rent profit, то есть прибыль на квадратный фут умножается на количество футов. Получается стоимость 381 тысяча. Да, но это грязный gross, там service charge будет еще 17 в среднем. Ну, то есть фактически там 6% у вас будет аренды. Ну, на объем, смотрите, какой там, да? 5 миллионов 300 тысяч, плюс объект еще растет, да? И вот. Может быть, транзакции по билдингу. Сейчас подгрузится. О, показал. Мы видим все транзакции, которые прошли с номерами юнитов по этому зданию. Ну, получается у нас объединение и property монитора и листингов по объектам. И вы можете искать объекты, основываясь на реальных данных. Листинги теперь смотрим. Один листинг здесь у него и юнитов 33 в этом здании. Прикольно? Прикольно. Здесь. И плюс вы можете скачать в PDF и получить развернутую фактически информацию по этому объекту. Сейчас покажу, как это выглядит. Скачиваем PDF. Показываю, да? For sale, business bay, Empire Heights, когда создан объект, renovated, tenant free, цена за фут, размер, если это неправильно, сервис charge 17, трое столько-то, чистыми 6.40, вот как раз то, что я рассказывал, да. Следующий, это где он расположен, фотография по нему, да. Аналогичные листинги, которые находятся в этом же здании с номерами юнитов, чтобы можно было видеть, да. Здесь. Ну и, соответственно, эту информацию можно использовать как брошюру, да, для того, чтобы показать... Для клиента, да, для того, чтобы подтверждать. Мы выбрали этот объект по сравнению с другими объектами. Вот аналогичные транзакции в этом же здании. Вот аналогичная аренда в этом же здании. Да? И что? Вы хотите сказать, что у вас ебаный, блядь, property монитор позволяет вам скачивать информацию? Он даже не дает вам скачивать информацию. Он так боится, что, блин, так трясется, блин, чтобы скачаете данные, блин. Удобно должно быть, чтобы рынок рос, блин, 10-кратно. Building transaction за всю историю объекта. Ну, мы за год взяли, чтобы не выгружать, да, за год. Ну, этого достаточно. Потому что у нас есть данные за все года, начиная с 1966 года. Building transactions. Надеюсь, ответил на вопрос. Человечка, регистрируйся, проверяй, смотри. Если нужна расширенная версия, пиши, менеджеры свяжутся, пообщаются с тобой. Вот, коммерческие помещения, магазины, салоны. Да, вот так, кстати, можно вводить. Вот так, нормально? Да, супер, кстати, удобно. Да, то есть на вопрос ответили, то, что да, можно тоже работать и помочь тоже можно найти. Все хорошо теперь, да, окей, супер. Так, возвращаемся к нашему мониторингу. Да, нажали back. И еще раз, да, мониторинг работает. Видите, офис наставил. Все, теперь ваш робот автоматически мониторит за вас
Вам не нужно ежедневно. Берите, каждый день, пейте, настраивайте мониторинг, кайфуйте, пейте кофе, приходите на вебинары и смотрите то, что именно вам нужно, а не то, что вы можете. Вот. Теряете кучу времени, на самом деле. Вот. Каждую неделю мы выпускаем новые функции, каждую неделю у нас есть какие-то новации, которые мы размечаем и создаем. Вот. Поэтому приходите на наши вебинары, чтобы быть в курсе всех новостей. Спасибо за текущий эфир. Саша, спасибо, что пришла. Всем хорошего вечера. Пока-пока.